Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В одном из предыдущих роликов я обещала сделать обзор на маникюрный аппарат с сайта AliExpress. Вы часто у меня спрашиваете совета, какой выбрать аппарат по приемлемой стоимости. Поэтому я периодически тестирую различные варианты. В этот раз я приобрела аппарат стоимостью 4000 рублей, но каким окажется качество, вы узнаете в данном видео. Поехали! Вот так выглядит коробка от аппарата, довольно-таки стильная, как будто мы открываем технику Apple. Та-да-дам! И здесь вот такая машинка. Так, давай еще раз, да? Вот так выглядит коробка от аппарата, очень стильно, как будто бы техника от Apple. Открываем вверх, у нас инструкция, и вот так выглядит аппарат. Очень тоненький, легкий, меня впечатлил его космический вид, он сенсорный, здесь есть отделение под насадки, стандартная вилка, написано 30 Вт. То есть этот аппарат не очень мощный, средний по мощности, но в принципе для новичка может быть еще подойдет, конечно для опытного мастера это будет маловато. Дальше у меня здесь набор насадок, я всегда вам говорю, что такие насадки лучше не применять, потому что они как правило низкого качества. Но посмотрите, что это такое, насадка просто помятая. Согнутая. Конечно, такого вообще нельзя применять абсолютно. Здесь несколько корундовых насадок, также их не применяю в маникюре. И вот такой барабанчик с напылением тоже не будет эффективно работать, будет только кожу рвать. Следующее это подставка силиконовая, хорошо, отлично. И самая главная часть аппарата это рукоять, микромотор. Открываем. Меня этот показатель интересует больше всего, потому что именно от рукояти, от микромотора зависит мощность в том числе. Открываем. Все запаковано. Тоже такой серо-синий. Но ручка, честно говоря, на первый взгляд даже какая-то не очень качественная, если можно так сказать, достаточно легкая, и обычно, если ручка легкая, то она маломощная. Здесь цанговый держатель, заглушка, ну, сравнительно небольшой шнур. Давайте будем тестировать, включим, так. Важно, что провод здесь длинный. Часто бывает, что делают совсем короткие провода, ну, такой средней длины. Подключаем. Здесь сверху моргает кнопка включения-выключения. Возможно, ее не так хорошо видно на камере, потому что много света, но если вот так вот сделать тень, то, в принципе, видно, что она моргает. Она должна быть сенсорная. Я не знаю, я не пробовала. Давайте пробовать вместе с вами. Нажимаем. Ой. Что-то пищит, показывает 0,0 обороты. Да, плохо видно, конечно. Макс, мин. Вот. Нажимаем на Макс, сенсорное управление. Скорость увеличивается. Максимально 35 тысяч оборотов. Но по звуку действительно он не мощный. Наверное, средний по мощности. Попробую остановить своими пальцами фрезу. Она тормозится. То есть она также будет тормозиться и при снятии гель-лака, при обработке кожи. Попробуем переключить направление вращения, реверс. Здорово, что аппарат сначала остановился и только затем уже включил обратную мощность. Таким образом я могу переключать направление вращения, не убирая полностью скорость. Все, здесь больше никакого функционала нету. Здесь есть значение R, что означает реверс, направление против часовой стрелки. И буква F, forward, то есть вращение по часовой стрелке. Вот сюда можно поставить, например, насадку свою. Просто выключаем. Но на самом деле прикольно, что такой портативный аппарат, что он сенсорный, можно саморегулировать таким образом мощность. Но обзор будет неполный, если не попробовать выполнить снятие на модели. Поэтому давайте сейчас пригласим модель и уже посмотрим, как она будет вести себя в работе.
Выставляю положение форвард для снятия гель-лака. Вставляю твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Моя стандартная насадка, которая в основном я произвожу снятие покрытия. Выставляю максимальную скорость, потому что вот мне даже тяжело ориентироваться, вообще не видно, где эти кнопочки сенсорные. Ну вот я жму куда-то. И выставляю максимальную мощность 35 тысяч оборотов. Ну, как она прикольно жужжит, конечно. И теперь начинаю выполнять снятие. Ну да, прям чувствую, как насадка стопорится. Честно говоря, она не так быстро пролетает над поверхностью. И есть небольшая вибрация в ручке во время снятия. Ну, конечно же, все снимает. Из-за того, что аппарат более слабый, снятие покрытия у вас будет растягиваться. Не за 10 минут будете снимать, а там 15, 20, даже может быть и 30 минут. Иду по схеме, убираю отслойки. Да, вот очень слабенько получается, она прям как подсекает и зарывается в отслойке. Выглаживаю поверхность длинными движениями. И продолжаю дальше. Хочу снять полностью покрытие, чтобы посмотреть, нагреется ручка или нет. Да, действительно, она отслойки прямо вырывает. Даже моя модель отметила несвойственную вибрацию для аппарата, которую она чувствует. Закончили со снятием. На самом деле оно было достаточно долгим. На одну руку ушло более 5 минут. Модель отметила то, что было неприятно. Именно не горячо, а неприятно во время снятия. Такая легкая вибрация по ногтю шла. Чувствую, что рукоятка нагрелась. Не сильно, но ощутимо. Соответственно, если бы я снимала еще вторую руку, она нагрелась бы куда больше. Для профессионального использования такой аппарат сам включается, мало подойдет, но для новичка, который только учится, почему бы и нет. Поэтому, если вы хотите получить от меня в подарок этот аппарат, которым я работала, пишите в комментариях под видео «Хочу аппарат». И я случайным образом на своей страничке в Instagram Марина Сокромел его разыграю. Поэтому подписывайтесь на меня в Instagram, чтобы не упустить розыгрыш. К сожалению, мои ожидания не оправдались. Я думала, что аппарат будет мощнее и более эффективный, поэтому я остаюсь все еще в поиске такой машинки, которую смогу рекомендовать вам по бюджетной стоимости. Но пока что мое мнение, что качественного корейца не заменит китайский аппарат. Понравился обзор? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока! Когда найду такой аппарат, расскажу.